Всем привет! Сегодня мы посетим места, которые просто обязаны зарядить вас позитивом на всю следующую неделю. В Таиланде, а в частности на острове Пхукет, большое разнообразие кафе с животными. Есть порядка 4-5 кафе с котами и кошками. Сегодня мы посетим 2 из них. Сравним котиков, их поведение, условия проживания и то, как персонал заботится о них. Первая отправная точка нашего путешествия – одно из старейших кафе этого типа на острове. Мы сейчас с вами заходим в Бикет кафе and ресторан. Это 2 отдельных входа. В ресторан отдельно и в Кота кафе отдельно. В нем я был в 18-21 и вот сейчас, в 23 году. Возвращаюсь сюда снова, чтобы показать вам его. После входа снимать обувь сразу не обязательно, но ее потребуется снять, если вы заходите в гости к котикам. Пространство Кота кафе разделено на 2 зала. В первом можно поесть и посмотреть на котиков через стекло или купить сувенир. Второй зал является контактной зоной, где можно выпить напиток и провести время с пушистыми. В кафе уделили большое внимание декорациям стен и мелким деталям. Во втором зале даже висит картина, где изображен вход в это кафе много лет назад. В зале с котиками подают только напитки. Это могут быть любые напитки из меню кафе. Но есть одно правило. С котиками ими делиться нельзя. Зато можно вот так вот запросто сесть напротив кота и мило побеседовать с ним. Почесать его за брюшко, за чашкой кофе или стаканом смузи. Место прикольненькое. Хомяк. Место крутое. Котики в условия очень крутые. Он подтверждает. Куча развлекух, куча всяких дралок, домиков, лазовых, игрушек, диванчиков. В центре зала размещена доска с именами котов, проживающих здесь. Сиамская Сандра, белорыжая Мадонна, бенгальский фараон, Сэм, Коко, старичок Бэтмен и другие. Всего тут 17 котов-резидентов. Вот тут Маки с другом облюбовали прохладную лестницу. А чуть ниже, прямо из телевизора, нам вещает прогноз погоды восходящая звезда Кота кафе. Пушистый непоседа решил вызвать фараона на дуэль и резко носился по всему залу, но тут вмешались сотрудники кафе и отвели его в сторону, вежливо попросив быть приличным котиком. Что ж, пушистый непоседа не только активный, но и послушный. На камеру величественно держит голову. Фараону уже потребовалось больше времени, я даже поддерживал его. Эй, привет. Как дела? Навел большую суету, да, с тобой? В кафе помимо домиков для кошек, много различных палочек и подушек. Котам разрешается спать везде, где они захотят, и грызть все, что они захотят. В общем, полная свобода действий, а лучшее действие для котика – это здоровый 20-часовой сон с перерывами на обед. Еда и вода тоже в свободном постоянном доступе. 4 миски сухого корма пополняются сотрудниками. Еда едой, но сон никто не отменял. Поели и спать. Для взрослого кота спать большую часть дня – это абсолютно нормальное поведение. Все, я его достал. Да, я достал его. Максимально шерстяной кот.
Давайте потискать. О, ты меня бесишь, говорит. А вот хорошо знакомым сотрудникам кафе он относится куда терпеливее. Как говорится, не обижай руку кормящую. И поцелуйчик в нос обязательно. По-моему, самая спокойная кошка здесь. Вообще ни на что не вникает. Лежит сама по себе. Что происходит вокруг вообще по барабану? Да? Кит. Пока котики спят, можно погладить их между ушек, сделая массаж лапок. Котики же адаптированы к большому потоку людей и в целом реагируют очень нейтрально. Иногда сотрудники меняют котиков. Каких-то отводят отдохнуть от людей, а отдохнувших выносят обратно. С ними разговаривают и внимательно относятся к их настроению. Выйдя на работу, отдохнувший кот устраивается поудобнее и заступает на свой спящий пост. Вообще сотрудники постоянно уделяют внимание котам. Даже старичок Бэтмен проснулся на почесушке. Часто прислушиваются к ним, чтобы посмотреть, какое у них настроение и не пора ли отправляться на отдых. В первом зале кафе, где можно отобедать, стены украшены одной интересной историей, которая сильно повлияла на взаимоотношения людей с животными внутри страны. Король Рама IX был преданным любителем животных. Он написал книгу о своей собаке, и эта книга стала одной из самых любимых у тайцев. Менее известным в Таиланде стал сиамский кот по кличке Хун Тито, единственный королевский кот. Король взял Тита, когда тот был совсем крохотным котенком, и назвал его в честь югославского президента, который правил страной во время Второй мировой войны и в послевоенные годы. Рама IX также известен как великий изобретатель. Он сам проектировал мосты и плотины для своей страны, получал патенты на изобретения в области сельского хозяйства и руководил страной 70 лет. В кафе стены украшены фотографиями молодого короля Пумпиона и его королевского кота Тита. Как говорил Ганди, величие и моральный прогресс нации можно измерить тем, как эта нация относится к животным. И я готов подписаться под каждым словом. То, как в стране относятся к животным, многое говорит о ее жителях, их менталитете и других аспектах. Таиланд по-настоящему можно назвать friendly pet страной. Тут множество отелей, куда можно заселяться с любимцами. Есть торговые центры с тележками и площадками для животных. Да что говорить, даже к въезду хвостатых простые и легкие требования. Неудивительно, что тут есть кафе для животных и кафе с животными. А мы с вами направляемся в более новое кафе с котиками. Кот Space Cafe. Смогли меня удивить своей мощной идеей оформления и дружелюбной атмосферой. Обратите внимание на кота, нарисованного на стене, сфинкса в желтом свитере. А вообще запомните всех этих котиков. Сразу перед входом в кафе снимаем обувь. Во-первых, это вежливо по-тайски, а во-вторых, так точно грязь не попадает с улицы к котикам. Сотрудники кафе встречают очень по-дружески, и вообще в кафе атмосфера добра и уюта. Сразу после входа вас подробно проконсультируют, покажут меню и с удовольствием расскажут правила общения с котиками.
В кота-комнате справа фотографии котиков и их клички. Имена на тайском и дублируются на английском. Всего владельцев кафе 22 котика, очень много майкунов, и есть даже сфинкс. Покупая билет в котозал, вы также получаете порцию лакомства для хвостиков и мороженое для вас. Котики прекрасно знают, что раз пришли гости, значит будут вкусности, и пока кто-то из них знакомится с гостями, самые умные уже высматривают подачу заветной тарелочки. Знакомьтесь, это Кайтом, тот самый кот, который красуется на стене здания. Да-да, все котики суирские реально живут тут. Можешь зайти и пожать лапу каждому. Или, как я, взять интервью у главаря кота-команды. На самом деле, с улицы я подумал, что Том пластмассовый. И стоит на подоконнике, как статуэтка, для привлечения внимания. Том настоящая изюминка этого места. А идея с баннером просто отличная. Подача лакомств тоже очень интересная. Маленькие кусочки вареной курицы приносят на небольшой тарелочке с ложечкой. Котиков приучили, что легкий стук ложки по краю тарелки означает раздача курицы. Услышав его, они сбегают с гостю со всех уголков зала. Кормление с ложки оказалось невероятно увлекательным. Такое внимание со стороны хвостиков на 100% поднимает вам настроение. Уверен, эти моменты сохранятся надолго в памяти. Мне еще очень понравилось в этом кафе, что начиная общение с котиками, сотрудники провели знакомство и представили каждого котика по имени. Запомнить сразу, конечно, непросто, но кличку кота можно всегда подсмотреть на стене. Коты тут действительно знают свои имена, и если верно произнести, всегда хотя бы поворачивать голову. Сейчас на массаж просел. У котиков очень много игрушек, и сотрудники часто приносят новые. Множество мячиков, лазалки и когтеточки. Всегда в свободном доступе вода и большие миски с сухим кормом, а убирают за котиками сразу же, как кто-то сходил в туалет. Уход за котиками на высоком уровне. CatSpace сейчас активно развивает свои соцсети. Они есть в Инстаграме и на Фейсбуке. Отдельное внимание здесь уделяет здоровью кошек. Каждый котик тут имеет свой собственный сертификат здоровья. А отчеты о прививочных днях и осмотрах ветеринаров публикуются на официальной странице кафе. Ученые из многих стран мира утверждают, что кошки продлевают жизнь. Во всяком случае, факт, что среди доживающих до 85 лет мужчин в Великобритании больше 70% всегда держали усатых-полосатых. Так что за порцией хорошего настроения обязательно приезжайте в CatSpace. Только посмотрите, какие красивые глаза у Манпу. Ну как не погладить такого ангела? Особенно, когда тебя прямо подзывают лапой. Посадил кота дерево. Котики тут проявляют живой интерес к посетителям. Я поставил включенную камеру на полу, чтобы посмотреть на их реакцию, и практически каждый из них подошел к ней, поинтересовался новым объектом. Смотрите, все сидят и умываются. Набегались, наигрались, наелись, можно готовиться ко сну.
современно, стильно, модно, молодежно, котики ухоженные, максимально. Like the post. Еда для котика, солнышки кормить. В кафе есть свежая выпечка, напитки и горячие блюда. Поесть можно в зале или на веранде. Я выбрал для отдыха веранду. Место очень креативное. Мне понравилось все. Идея, подача, атмосфера. Котики активные, ухоженные, помещения чистые. Единственное, хотелось бы побольше пространства. Кто молодец? Правильно, я. Space все продумано, до мелочайших деталей. Перед входом даже есть ролики от шерсти. Кафе оставляет максимально приятные впечатления и желание вернуться к ним снова за порцией позитива и вкусного мороженого.